Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Анастасия, и на этом канале мы изучаем русский язык. В этом видео я хочу поговорить про глагол «нравится». Это не такой простой глагол, как кажется. В английском языке все достаточно просто. Мы говорим I like something, I like doing something. И в русском языке, во-первых, мы говорим «мне нравится». Мы не используем «я» как субъект. Например, я люблю кофе, я люблю классическую музыку, я люблю интересные фильмы. Мы говорим «мне». Мне нравится кофе, мне нравится классическая музыка и так далее. То есть мы не контролируем это чувство, как, например, я люблю, а мы говорим, что это приходит ко мне. Можете так запомнить, это приходит ко мне, и классическая музыка — это как грамматический субъект. Классическая музыка нравится мне, или кофе нравится мне. Мне нравится, а потом что? И вот это «что» мне нравится, оно в именительном падеже, оно в позиции грамматического субъекта. Если мы используем что-то во множественном числе, например, мне нравятся исторические фильмы, или мне нравятся любовные романы, или мне нравятся такие люди, тогда мы пишем форму «я» и говорим, да, но не всегда слышно разница. Обычно, когда говорим быстро, разницы нет. Мне нравятся интересные фильмы. Вы не слышите разницу. Но когда мы пишем букву «я». Мне нравятся, то есть форма «они». Почему форма «они»? Потому что они, да, эти фильмы, это как грамматический субъект, они нравятся мне. Эти книги, они нравятся мне. Поэтому форма глагола «они». И что здесь интересно, я заметила, что многие студенты делают ошибку, когда мы используем глагол в предложении, например, «мне нравится читать в парке» или «мне нравится слушать музыку перед сном». То есть «мне нравится» плюс «что делать». И здесь всегда, вот с глаголами нужно понимать, что с глаголами всегда используется форма единственного числа. Это значит, что если мы используем даже два каких-то глагола, два действия, например, перед сном мне нравится слушать музыку или читать книги, здесь я сказала два действия, но глагол не будет во множественном числе. Глагол будет в единственном числе «нравится». Вот это важно запомнить. Чтобы запомнить точно, вам нужно написать в комментариях пример свой. Что вам нравится делать с глаголами и что вам нравится. Надеюсь, это было полезно. Надеюсь, вы узнали что-то новое. Спасибо за внимание. Увидимся в следующих видео. Пока-пока.